Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Продолжаем носочную тему. Сегодня я вам предлагаю связать ажурные носочки. Вот такой вид они имеют. Связаны они на 38 размер. Для вязания таких носков вам понадобятся чулочные спицы. У меня размер 2. И пряжа любая в 100 граммах 400-420 метров. Давайте начнем. Набираем на спицы обычным способом 61 петлю. Выполняем самостоятельно. Я набрала 61 петлю. Теперь будем распределять по спицам. Берем еще дополнительно 2 спицы. Эту вторую спицу вытаскиваем. На 3 спицы у нас должно приходиться по 15 петель. И на 4 спице у нас останется 16 петель. Одна петля нам нужна для замыкания вязания в круг. Я распределила петли на спицы. Теперь берем петлю с левой спицы, переносим на правую. Затем петлю правой спицы перекидываем через ту, которую перенесли с левой. Так, и возвращаем петлю на левую спицу. Ниточку эту затягиваем, чуть-чуть стягиваем, можно завязать узелок. Берем рабочую спицу и начинаем вязание лицевыми. Провязываем 3 ряда лицевыми петлями. Это будет наш ролик. Так как вязать лицевыми петлями, мне объяснять не нужно, я думаю. Заводите спицу за заднюю стенку и провязываете. Выполняем самостоятельно, через 3 ряда встречаемся. Провязали 3 ряда лицевыми. Теперь начинаем вязать резинку 1 на 1. Лицевая в них должна быть скрещенная. Так, лицевую провязываем за заднюю стенку. Тогда она у нас получится скрещенной в круговом вязании. Затем у нас идет изнаночная, снова лицевая скрещенная, изнаночная. Вяжем так по кругу 10 рядов самостоятельно. Провязали 10 рядов резинки. Теперь начнем вязать с вами поголенок по узору. Раппорт узора составляет в ширину 15 петель и в высоту 12 рядов. Первый ряд. Так, вяжем изнаночная. Затем делаем накид, провязываем 3 лицевые. Две петли вместе с наклоном влево. Одну петлю снимаем, вторую провязываем, потом снятую перекидываем. Дальше 3 изнаночные. Две вместе с наклоном вправо. Разворачиваем изнаночную петлю. Теперь 2 вместе за передние стенки провязываем лицевой. Три лицевые. Накид и изнаночная. Вяжем до конца эту комбинацию. Второй ряд вяжем по узору. Так, первая у нас идет изнаночная,
Затем накид провязываем лицевой петлей. Дальше у нас идут лицевые 3 штуки. Затем 2 петли вместе лицевой, тоже провязываем лицевой, 3 изнаночные, снова идет лицевая, дальше идут 3 лицевые, накид провязываем лицевой и в конце изнаночная. Вяжем так до конца ряда. Третий ряд вяжем изнаночная, затем у нас идет лицевая, делаем накид, провязываем 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, изнаночная. Продолжаем самостоятельно до конца ряда. Провязали третий ряд, четвертый ряд вяжем по узору. Сначала идет изнаночная, затем лицевая, накид провязываем лицевой, дальше 3 лицевые, 3 изнаночные, снова 3 лицевые, накид провязываем лицевой, дальше лицевая и изнаночная. Вяжем самостоятельно до конца ряда. Провязали до конца, вяжем 5-й ряд узора. Так, первая изнаночная, затем провязываем 2 лицевые, делаем накид, провязываем 1 лицевую, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 2 лицевые и изнаночная. Вяжем так до конца ряда. 6-й ряд вяжем по узору. Так, значит, первую петлю провязываем изнаночной, затем у нас идут 2 лицевые, накид провязываем лицевой, еще 1 лицевая, и 3 изнаночные, 2 лицевые, накид лицевой провязываем, еще 2 лицевые и в конце изнаночная. Вяжем так по узору до конца ряда. 7-й ряд узора вяжем изнаночную, затем 3 лицевые, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, дальше 3 изнаночные, 2 лицевые с наклоном вправо, накид, 3 лицевые и изнаночная. Вяжем так до конца ряда. 8-й ряд
Вяжем по узору. Первая петля изнаночная, затем у нас идут лицевые, накид провязываем лицевой, снова лицевая, 3 изнаночные, дальше лицевые идут, лицевая, накид лицевой провязываем, дальше 3 лицевые и в конце изнаночная. Вяжем так до конца ряда. 9 ряд вяжем 1 изнаночную, 4 лицевых, делаем накид, дальше провязываем 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вот эту изнаночную петельку разворачиваем, теперь провязываем за передние стенки, 2 вместе лицевой, получается у нас наклон вправо, делаем накид и провязываем 4 лицевые, в конце, как обычно, 1 изнаночная. Продолжаем вязание до конца ряда. 10 ряд вяжем по узору, изнаночная, затем у нас 4 лицевые, накид провязываем лицевой, дальше 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, накид лицевой, 4 лицевые и в конце провязываем изнаночную, как обычно. Вяжем так до конца ряда. 11 ряд вяжем изнаночную, затем провязываем 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, делаем накид. Теперь нам нужно провязать 3 петли вместе. Для этого пока первую петлю из 3 снимаем, вторую разворачиваем. Так, 2 петли за переднюю стенку переносим на правую спицу. Третью петлю провязываем лицевой, затем 2 снятые петли перекидываем через провязанную. Вот, и у нас получается вот такая петелька, где средняя петля из 3 находится сверху. Делаем накид, провязываем 5 лицевых, и в конце завершаем изнаночной. Вяжем так самостоятельно до конца ряда. 12 ряд узора будет таким: изнаночная, затем лицевые, накид провязываем лицевой, так, где 3 петли вместе были лицевой, тоже провязываем лицевой, снова накид лицевой, и так продолжаем вязать лицевыми. В конце у нас 1 изнаночная. Вот она, изнаночная. Так, вяжем самостоятельно до конца ряда. Я довязала ряд до конца. Вот какой симпатичный узорчик у нас с вами получился. Это был первый раппорт. Вяжем еще 2 таких отрезка. То есть провязываем 24 ряда по узору, начиная с 1 и заканчивая 12 включительно. Выполняем самостоятельно. Я провязала 2 раппорта, всего их 3. Вот видите, первый, второй и третий.
Теперь будем вывязывать с вами клин и пятку. Так, что я могу вкратце сказать? На первой спице, вот на вот этой первой спице и на четвертой у нас будет формироваться пятка. На второй и третьей мы будем продолжать вязать узор. Всего у нас будет провязано 28 рядов. В нечетных рядах мы будем делать с вами прибавки, а в четных рядах провязывать прибавки изнаночными петлями. Вот и начнем. Петли первой спицы провязываем лицевыми. Так, вяжем так, как смотрят на вас петли. Вот изнаночную провязываю лицевой за заднюю стенку, остальные лицевые за переднюю. Довязываем до конца ряда. Довязали до конца. Теперь поднимаем протяжку между первой и второй спицей. Таким образом. Затем за заднюю стенку заводим спицу и провязываем лицевой. Дальше эта петля прибавленное прибавление остается на первой спице. Берем рабочую спицу и петли второй и третьей спицы вяжем по узору, то есть провязываем первый ряд узора самостоятельно. Довязали до четвертой спицы. Теперь поднимаем протяжку вот таким образом и провязываем ее лицевой за переднюю стенку. Дальше петли четвертой спицы провязываем лицевыми. Вяжем до конца самостоятельно. Второй ряд вяжем по узору, то есть петли первой спицы вяжем лицевыми, последнюю петлю прибавку провязываем изнаночной. Вот дошли мы до прибавки, провязываем эту петельку изнаночной петлей. Дальше вяжем петли второй и третьей спицы по узору, накиды провязываем лицевыми. Переходим на четвертую спицу, прибавленную петлю провязываем изнаночной, остальные все петли лицевыми. Вяжем самостоятельно. Мы дошли до первой спицы. Сейчас у нас будет нечетный ряд идти, третья. Соответственно, будем делать с вами прибавку в конце ряда. Так, провязываем до конца лицевыми, последнюю петлю провязываем изнаночной, вяжем самостоятельно. Провязали петли первой спицы, последнюю я провязала изнаночной. Теперь поднимаем также протяжку и провязываем ее лицевой за заднюю стенку. Эту петельку оставляем на первой спице. Дальше вяжем по узору и перед четвертой спицей делаем прибавку. Выполняем самостоятельно. Довязали до четвертой спицы, поднимаем протяжку и провязываем ее лицевой за переднюю стенку. Остальные петли провязываем лицевыми. Я думаю, что с моментом прибавок все разобрались, поэтому дальше вяжем самостоятельно. У вас должно получиться по узору всего 2 раппорта и 4 ряда. Мы с вами провязали пока что 3 ряда, по-моему. Да, мы провязали 3 ряда. 25 рядов вы провяжете самостоятельно.
В этом нет ничего сложного. Вот сейчас у нас начнется 4-й ряд. Вяжем петли 1 и 4 спицы лицевыми, никакие прибавки не делаем. Петли 2 и 3 спицы продолжаем вязать по узору. Я провязала 28 рядов. У меня на 1 и 4 спице сейчас находится 15 петель лицевых и 14 изнаночных. Если вы вязали как я, то у вас должен получиться такой результат. Теперь будем вывязывать с вами пятку. То есть будем делать убавки на вот 1 и 4 спице. Снова у нас 1 спица. Провязываем 1 петлю лицевой, затем 2 петли вместе с наклоном влево, следующую петлю провязываем лицевой и разворачиваем вязание. Первую петлю снимаем, затем провязываем 2 изнаночные, со второй спицы первую петлю провязываем изнаночной, вяжем 2 вместе изнаночной, и следующую петлю провязываем тоже изнаночной, разворачиваем вязание. Первую петлю снимаем, дальше вяжем лицевыми, провязали до места, где у нас разрыв. Теперь вяжем 2 петли вместе с наклоном влево, затем провязываем следующую петлю изнаночной и разворачиваем вязание. Первую петлю снимаем, дальше вяжем изнаночными, также не доходя до разрыва оставляем 1 петлю перед ним. Продолжаем. Дошли мы до разрыва, провязываем эти 2 петли вместе изнаночной, затем вяжем следующую петлю изнаночной и разворачиваем вязание. Аналогично вяжем лицевыми, первую петлю снимаем, дальше лицевые до места разрыва. Вот мы дошли до разрыва. Вяжем лицевой с наклоном влево, следующую петлю лицевой и разворачиваем вязание. Продолжаем делать убавки до тех пор, пока не дойдем до последней петли по краям на обеих спицах. Выполняем самостоятельно. У меня осталась с краю 1 петля. Я разворачиваю вязание. Так, и начинаем вязать по кругу. Так, вяжем. Так, вот одна оставшаяся петля. Эту петлю снимаем. Дальше вяжем лицевыми. Вяжем до нашего разрыва. Вот, до последних 2 петель. Довязали до последних 2 петель, провязываем их вместе лицевой с наклоном влево. Таким образом
Дальше у нас идут петли второй спицы. Их вяжем по узору. Как вы помните, мы остановились на 4-м ряду. Приступаем к увязыванию 5-го ряда. Изнаночная петля. Дальше вяжем 2 лицевые. Делаем накид. Вяжем 1 лицевую. Дальше 2 петли вместе с наклоном влево, 3 изнаночные, 2 петли вместе с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, изнаночная. На 3-й спице узор провязываем самостоятельно. Мы дошли до 4-й спицы. Разворачиваем петлю первую и провязываем 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Затем провязываем 14 петель лицевыми и берем рабочую спицу. У нас на каждой спице сейчас по 15 петель. Вяжем по кругу с вами длину стопы. У нас примерно выходит, нам нужно связать 3 раппорта, 4 ряда узора. Помимо того, что мы сейчас находимся на 6-м ряду, с 6 по 12 ряд вяжем, потом еще 3 раппорта, 4 ряда узора и 2 ряда лицевыми. Все это вяжем самостоятельно. И встречаемся уже на убавлениях. Будем вязать с вами мысок цветок. Я объясню как. Мы провязали длину стопы. Так, теперь у нас будет мысок идти. Первую и вторую петлю каждой спицы мы провязываем вместе изнаночной петлей. Заводим спицу за 2 петли за переднюю стенку и провязываем изнаночной. Остальные петли у нас все будут лицевыми. Провязываем самостоятельно. Эту операцию выполняем также на 2-й, 3-й и 4-й спицах самостоятельно. Провязали первый ряд, 2-й, 3-й и 4-й ряд вяжем самостоятельно лицевыми петлями. Встречаемся на 5-м. 5-й ряд, 2-ю и 3-ю петлю будем вязать вместе изнаночной, и 2 последние тоже будем провязывать изнаночной. Так, первая петля лицевая, 2-я, 3-я изнаночная. Дальше провязываем лицевыми. Дошли до 2 последних петель, провязываем их вместе изнаночной петлей. Так, вяжем так до конца самостоятельно. Провязали с вами 5-й ряд, 6-й, 7-й и 8-й ряд вяжем лицевыми самостоятельно. 9-й ряд вяжем 3-ю и 4-ю петлю вместе изнаночной и 2 последние вместе изнаночной. Остальные все вяжем лицевыми. Так, первые 2 петли лицевые, дальше 3-ю и 4-ю вместе изнаночной. Дальше у нас идут лицевые.
Так, дошли до конца, 2 петельки провязываем вместе изнаночной петлей. Вяжем так до конца ряда самостоятельно, затем 3 ряда провязываем лицевыми. 13 ряд, 4 и 5 вяжем вместе изнаночные, 2 последние тоже изнаночные, остальные лицевыми. Так, провязываем первую, дальше вторую, третью, дальше 4 и 5 изнаночные вместе, дальше лицевые. Дошли до конца, 2 петли провязываем вместе изнаночные. Продолжаем вязание самостоятельно. После этого ряда еще 3 ряда провязываем лицевыми. 17 ряд. Вяжем 5 и 6 петлю вместе изнаночной, и 7 и 8 тоже изнаночные, остальные все петли лицевые. Так, провязываем 4 петли лицевыми, дальше 5 6 идут вместе изнаночные, 7 8 изнаночные. Повторяем так до конца самостоятельно. 2 петли изнаночные у нас встретились, 5 6 и 7 8. Теперь переходим на другой вид балок. Провязываем петли первой спицы лицевыми, последнюю спицу оставляем не провязанной. Лицевая, 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 лицевая. Дошли до конца. Эту петельку просто переносим. Дальше первую петлю следующей спицы провязываем лицевой и возвращаем на правую спицу. 2 петли. Теперь провязанную петлю вторую просто перекидываем через непровязанную и возвращаем на правую спицу. Так повторяем с каждой спицей по кругу. Вяжем до тех пор, пока на спицах не останется всего 8 петель. То есть на каждой спице у вас должно остаться 2 петли. Я выполнила убавки. У меня на каждой спице осталось по 2 петли. Отрезаем нить, оставляем небольшой кончик и будем стягивать наше отверстие. Так, взяли иголку. Теперь с каждой спицы снимаем по 2 петли. Пересняли. Дальше следующая. Сняли. Так, дальше снимаем петли с третьей спицы. И с четвертой. Еще раз нить проводим через петли, стягиваем отверстие и выводим на изнаночную сторону. Там завязываем узелок и прячем нить в вязании. Выполняем самостоятельно. Так, вот что у меня получилось. Все ниточки я уже спрятала в вязании. Осталось сделать ВТО. И можно начинать носить.